Здравствуйте, и это гадание на неделю. Впереди у нас простираются очередные 7 дней. Это неделя с 3 до 9 октября. Сразу хорошая новость. В начале недели, уже в понедельник, уже нас на небе над нами не будет того самого противного ретроградного Меркурия. Разве это плохо? Конечно, это хорошо. Либо 2, либо 3 числа Меркурий снова станет прямым директным. Почему? Либо потому что это зависит от места проживания, от вашего часового пояса, но в любом случае. Вот это время, 3-й приход в этом году ретроградного Меркурия мы уже пережили, соответственно, все должно как-то выпрямляться и налаживаться. А я, друзья мои, для вас стану доставать по одной карте из совершенно всем знакомой классической колоды Таро Райдер-Уайта, но карты новые, то есть колода известная, постоянная, популярная, а вот эти сами карты, в смысле печать, новые, поэтому на какие-то особенные откровения мы можем, наверное, рассчитывать. Подумайте, вспомните, кто вы по вашему солнечному знаку, потому что в основном все-таки гадания смотрят и гороскопы смотрят люди именно по солнечному знаку. И приготовьтесь получать советы. Наверное, я по одной карте только буду доставать. Наверное, в таком общем предсказании мы особо, вот строго предсказательной части узнаем мало, потому что 7 дней, конечно, с вами произойдет много, намного больше, чем мы здесь сможем рассказать. Но основную тенденцию мы выделим. А самое главное, что карта вашего знака даст вам совет, вот такой, который должен врезаться в сознание и в память, и вы должны его в эти предстоящие 7 дней как-то с собой пронести, как палочку-выручалочку, как защитный талисман-оберег. Давайте попробуем так, с этих позиций карты оценивать. Я надеюсь, что вы настроились получить пророчество о судьбе, несмотря на то, что гадание это общее. Итак, Овны и первая полная неделя октября. Кстати, гадание на октябрь тоже смотрите на моем канале. Так, Овнам достается нечто прекрасное, король кубков. Король кубков, вы понимаете, да? Чувственный, нежный, эмоционально вовлеченный, часто влюбленный мужчина, то есть романтический герой. Сразу отсылочка к любви и к вашим романтическим притязаниям и ожиданиям. Ну вот смотрите, хотите вы встретить того самого любимого человека, того, в чьих глазах захотите отражаться до конца жизни. Очень хорошие возможности в это время. Король кубков – это, в общем, человек достаточно зрелый. И хотя карты более описывают его эмоциональную связь с вами, но тем не менее эти же карты говорят о том, что это человек, которому можно верить, и он может, в общем-то, помогать и продвигать и в делах, и в социальной области тоже. То есть карта фигурная, обратите внимание, постарайтесь заметить и рассмотреть рядом с собой в это время вот какого-то мужчину, которому вы очень нравитесь или которому вы очень дороги. Или пока что недороги, он успел только вот так вот по-простому, интуитивно, на уровне инстинкта даже в вас влюбиться. Если такой мужчина есть, если он для вас не загадка, то отдайте бразды правления относительно вашей жизни и вашего, может быть, семейного будущего этому мужчине. Король кубков признается в чувствах, король кубков дарит, король кубков выслушивает, король кубков дает надежду, ну и так далее и тому подобное. Часто вот король кубков – это образ некого мужчины, который заменяет нам собственную интуицию. То есть человек, который прямо или немножко вот так витиевато, но подсказывает, подталкивает, указывает, куда идти. То есть это может быть какой-то начальник, знаете, такой не злой, а наоборот мудрый. Ну или может быть просто ему нравятся ваши глаза, и поэтому он к вам относится лучше, чем к другим.
Поэтому вот такие вот любящие, романтические, нежные энергии присутствуют в вашей жизни. В целом же король кубков обещает Овнам неделю, насыщенную эмоциями, разговорами, и хорошая возможность идет устанавливать именно эмоциональные связи, даже, может быть, с новыми людьми. Это подсказка для вас. Мы же просим советы. Подсказка для вас такая. Постарайтесь кому-то понравиться, даже если вам это кажется лишним, если вы к этому сейчас не готовы. Не знаю, может быть, вы идете в банк просить очередной кредит для вашего бизнеса, и вам кажется, что все дело, загвоздка и секрет успеха в правильно заполненных документах. Конечно, это так, но эмоции все равно правят миром, и, может быть, вот чья-то симпатия как раз очень сработает вот так вот в вашу сторону. Если ваши вопросы не про любовь и не про отношения, а ваши вопросы строго про успех, деньги и карьеру, то король кубков в целом вот этого всего первого, второго, третьего как раз-таки не обещает. Карьера и деньги более в виде обещаний приходят с этой картой, да? То есть, может быть, начальник поймет ваши притязания, если вы попросите прибавку к жалованию, похлопает по плечику и скажет: да-да, конечно, конечно, я все понял. То есть это доброе обещание, но пока не выполненные, не воплощенные. Вот так вот. Действуйте через эмоции, слушайте собственные желания, доверяйте собственным желаниям. Такой совет недели. И старайтесь устанавливать с людьми постоянно и тут, и там эмоциональные связи. Кстати, мне кажется, что это такой универсальный вечный совет для всех овнов, потому что овны, вы знаете, очень, это особенность знака, очень невнимательны к чужим эмоциям. Ничего овны не замечают. Кто что хочет, кто что не чувствует, кто что там переживает вокруг. Да? Поэтому вообще любому овну это пригодится в жизни каждый день, не только на следующей неделе. Уметь учить себя присоединяться к эмоциям других людей. Это очень обогащает жизнь часто, но и правда и обедняет тоже. То есть это не только вредно, но и полезно. Далее для тельцов одна карта. Посмотрим, что тельцам приготовило это время. Угу. А тельцам семерка кубков обещает время сомнений. То есть это может быть неделя, в которую ничего не изменится, потому что вы ничего не решитесь. Вы не решитесь ни на какие перемены. Вам очень сложно будет сделать по-настоящему действительно важный и, может быть, даже срочный выбор. И не надо его делать, потому что по карте вам выпадает выбор ложный. Выбирать можно в этой жизни все, что угодно. Место жительства и работу, какие-то способы заработка или способы творческой реализации. Выбирать можно и любимого человека, если к вам стоит очередь. И выбирать можно даже свои какие-то поступки, чувства и вообще дорогу в будущее. Вот получается так, что с этой картой вы как будто бы стоите на перекрестке, от которого, вот вообразите, не две дороги, не как вот в старых сказках камень, да, направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. Там 3 варианта, а здесь 7. То есть это перекресток, точка, от которой 7 дорог в разные стороны расходятся. Это слишком много. Такого выбора не бывает. Вот я очень, кстати, рада тому, что эта карта есть в колоде, да? А теоретически можно подумать, что ее могло бы и не быть, мне кажется, да? Потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Вот такой вот распутье, вот такой вот множественный ложный выбор. Например, что вам могут предлагать несколько вариантов работы. Как предлагать? Может быть, вы растеряетесь, меняете сейчас работу и рассматриваете разные варианты. Там, здесь все какие-то очень разные по обязанностям, по расположению, вот так вот и так далее. Вот как раз семерка предупреждает, что все ложно, все очень надуманно, все очень туманно, и на самом деле реальной дороги ни одной нет. То есть, да, это тот самый перекресток, от которого вы видите, как от вас, как лучи вот так вот простираются 7 дорог, но на самом деле вы ни одной из них не пойдете и ничего не найдете в финале. Поэтому
лучше ни одной из этих дорог не ходить, лучше оставаться на месте. Карта, ну, такое вот настроение, знаете, легкой растерянности. Здесь двойственное настроение идет. Растерянность, с одной стороны, то есть это страх такой, не страх, сомнения перед будущим скорее идут, и в то же время состояние легкой эйфории, потому что кажется, что так много, что вы достойны, вот чтобы судьба вам так много предлагала. Мне кажется, что семерка кубков – эта карта прямо очень говорящий портрет девушки, которая впервые оказалась на сайте знакомств и впервые увидела, что ее лайкают 100 человек в минуту, и все куда-то зовут, и у нее кружится голова, она не знает, кого выбрать. Вот этого брюнета богатого или вот этого скромного блондина в очочках. То есть, да, вот это двойственное ощущение какой-то тотальной растерянности, и при этом подъем какой-то эмоциональный, потому что кажется, что очень-очень много идет возможностей. Вот, дорогие тельцы, вот эти вот кубки вас ждут, как бы наполненные разными ценностями, но они скорее пустые. Совет семерки кубков: ничего не выбирать на самом деле. То есть вы должны понимать, что все, что вы выбираете сейчас, вы же мучаетесь, тратите время, энергию, скорее всего, не спите. На самом деле, махните рукой, включите любимый сериал и не выбирайте. Для романтических дел она вот тем более очень такая характерная. То есть вам кажется, что вы выбираете свое поведение, как вам лучше себя вести, например, с партнером, уже известным или новым. А на самом деле все равно. И ничего не поменяется. По факту в деньгах, в работе, в карьере, даже в здоровье или в семейных делах, или в личной жизни в это время может у вас даже ничего не произойти. То есть это прекрасная, милая, очень статичная неделя, а все бурление где-то внутри вас, вот это вот муки выбора, вот это вот ощущение, что вам все время чего-то надо. Разберитесь или подождите. Далее близнецам. Счастливая карта выпадает, хотя, знаете, принято в традиции Таро, конечно, хотя, скорее, мне кажется, это народное мнение, такое популярное, принято колесо фортуны считать, безусловно, хорошей картой, вроде бы как это удача и везение. На самом деле, если мы присмотримся, то обязательно увидим, что, да, действительно, кого-то это колесо фортуны затягивает наверх, то есть дает карьеру, деньги, ну и вообще какой-то фарт, а кого-то, а здесь этого нету, да, а кого-то оно же крутится непрерывно, да, наоборот, затягивает вниз и, соответственно, все забирает возможности, забирает, там, не знаю, счастье и так далее и тому подобное. То есть, скорее, карта, да, действительно про удачу, но она тоже и символизирует некий вечный круговорот ресурсов в природе. Если где-то убыло, то в другом месте обязательно появится. Если, скажем, вашу соседку по офису повысили, ей досталась новая должность, то вас обязательно понизят. Ну вот условно вот что-то такое, да. То есть карта это, в принципе, рассказывает о том, как высшая сила по мере способностей своих устанавливает вот справедливость, вот это все как бы на земле, да. Поэтому она, как любой старший аркан, дает отсылочку определенную к каким-то философским вещам, просит вас очень философски мыслить и ко всему так относиться. Ну, нет и не надо, например, или там Бог дал, Бог взял и так далее. Вот. Ну, хорошее значение действительно в том, что близнецам в эти 7 дней октября может очень сильно повезти. Очень сильно. Знаете, невероятно. В конце концов, вот эти вот сказочные выигрыши в лотерею, когда по $500 миллиарда людям достаются, да, это же тоже по колесу фортуны случается, да? Или в наследство от бабушки квартира трехкомнатная в пределах Бульварного кольца достается. Это тоже колесо фортуны, это тоже, то есть
всякие разные ценности, ресурсы, ради которых вы не старались, которыми ангелы вас решили вот так вот наградить. А в целом колесо фортуны говорит, да, естественно, удачу ловите. Тоже еще второй важный совет. Не слишком старайтесь вмешиваться в ход событий, чтобы вот не нарушить. Знаете, судьба сейчас настроилась вас одарить как-то. Там уже есть реестрик определенный, куда ангелы записали, кому из близнецов что преподнести на блюдечке. Вот. А если вы начнете сами лезть, что-то торопить, проявлять нетерпение, ну, ручками своими копаться в этой истории, то вы, конечно, все испортите и все настройки собьете. Поэтому легкий такой оптимистичный фатализм нужен от вас, то есть приветствует эта карта, готовность принимать судьбу. Если это подарки, то признавать, что вы их заслужили. Если вас сейчас увольняют или с вами расстаются, вас бросают или что-то еще такое похуже случается, то тоже нужно признавать, и тоже нужно признавать, что вы это заслужили. Поэтому подчиняйтесь судьбе, но, конечно, надейтесь, рассчитывайте на лучшее. Скажу я так. Колесо фортуны, старший аркан. То есть неделя это будет не случайная, заметная и такая очень непроходная у близнецов. Я думаю, что это денег в основном касается. Внезапное и сильное разбогатение или там какие-то, ну, в общем, деньги. Случайная премия, например, большая. Для рака дорога выпадает, представляете? Перемены неожиданные, вынужденные. По крайней мере, вынужденными они кажутся сейчас. Шестерка мечей, правильно, эта карта, ее самое такое понятное, близкое значение, это в том, что она предлагает выход из ситуации. И часто этот выход, конечно, похож на бегство. Бегство, потому что остаться невозможно, оставить все как есть невозможно. Так, знаете, например, иногда люди увольняются с работы внезапно, практически в никуда. Кстати, слово «в никуда» здесь тоже ключевое, потому что берега-то не видит вот этот вот человек, куда он гребет, плывет со своей семьей. То есть представьте ситуацию, вы увольняетесь в никуда, с работы уходите, потому что судьба в спинку вас подталкивает, потому что остаться просто невозможно. Обстоятельства складываются таким образом, что, ну, не знаю, там может быть какой-то кризис в отрасли или в компании, вам просто перестали платить, и у вас нет выхода другого, как только уйти, потому что, ну, как бы бесплатно здоровые люди на работу не ходят и так далее. А кроме того, вас может судьба куда-то позвать, поманить, но тоже без взаимных обязательств. Как знаете, часто мужчины предлагают девушкам отношения без взаимных обязательств. Также и судьба ведь, да, часто какие-то шансы вроде бы человеку протягивает, но никакую ответственность на себя не берет. Или видели вы объявление в гардеробе в театре, что администрация театра за ваши шубы очень переживает, но ответственности не несет. Вот примерно так же с шестеркой мечей обращается с нами судьба. Она вас куда-то выталкивает или зовет, влечет, то есть не позволяет остаться на месте, заставляет переехать, заставляет поменять работу, заставляет поменять отношения или партнера, я не знаю, внешность или рискнуть на какие-то перемены, связанные со здоровьем. И при этом никаких гарантийных талонов не выдают. А получится или не получится, это уже ангелов не интересует. Но это все равно карта перемещений. Совет шестерки мечей – покориться року. Вот знаете, такой шестерка мечей – это один из уроков смирения второго. Смирение, да, такого здорового смирения. То есть карта описывает ситуации, в которых вы не выбираете, не можете их предотвратить, не можете противостоять каким-то силам. То есть вот вас тащит рок куда-то, перемещает с работы на работу, из города в город, из страны в страну, например, да, или может
с мужем разводит. Рог. А вы, ваша задача в это время, ну ладно, сказать, ну ладно, потому что у вас как будто бы выбора. Худшее, что может сделать человек, в данном случае рак, по шестерка мечей, это вот засопротивляться, сказать, а я не пойду, а я не уйду, а я не поеду, а я не уволюсь, а я там, ну и так далее и тому подобное. Потому что дальше лев, конечно же. Для льва достается простая, понятная, очень хорошая, оптимистичная карта королева Пентаклей. Королева Пентаклей, крупная карта денежной массы, обещает она вам не что иное, как деньги для начала. То есть крупные пентакли – это крупные суммы, которые оказываются в ваших руках. Обращайте внимание на них. Карта советует вам все мерить деньгами, быть практичными, быть очень, может быть, приземленными и плотнее заниматься собственными денежными делами, сводить дебет с кредитом, что-то покупать или продавать, интересоваться выгодами, на которые прежде, например, не обращали внимания, совершать крупные покупки. Отличный повод что-то наконец-то крупное купить, потому что ретроградный Меркурий с неба ушел, да, Меркурий перестал быть ретроградным, а вы долго, аж целые 3 недели ждали. То есть можно решиться как на траты какие-то, вложения, на какие-то инвестиции. Но самое главное, что это хорошие заработки, это опять же те же самые прибыли могут быть в бизнесе, это хорошие премии в зарплате и так далее. Представьте, что на карте здесь сидит веселая, или, по крайней мере, уверенная в себе женщина, и в руках держит вот этот золотой пентакль. Представьте, что это ваш портрет, и этот пентакль – это вот те самые деньги, та самая ценность или та самая выгодная покупка, которая у вас вот в это время случится. Кроме того, королева пентаклей – это еще и карта жены в колоде. То есть если вы грезите любовью сейчас, если все ваши вопросы связаны с судьбой именно романтических отношений, то вот смотрите. Королева Пентаклей говорит о браке, о близости брака, о том, что вы каким-то образом приближаетесь к этим самым брачным обязанностям, например. А если вы уже в браке, то это совет для вас. Обратите внимание на эти брачные обязанности. То есть вам более чем когда-либо придется быть женой, или хозяйкой, или хранительницей домашнего очага. Королева Пентаклей – это женщина разумная, практичная, которая распределяет семейный бюджет и на которой, по сути, как на плечах кариатиды, держится вот то, что называется домом, то, что называется семьей и так далее. Конечно же, вот такие пентакли, особенно крупные, практически полностью исключают какую-то легкую, увлекательную романтику. Поэтому если даже новые знакомства и какие-то романтические приключения в это время случаются, то они скорее такие спокойные, многообещающие, но не разжигающие страсть. То есть это не приключения ни в коем случае. Такие большие карты масти пентаклей не могут описывать приключения для вас. Ну и королева пентаклей, естественно, это и портрет другой женщины, какой-то очень уважаемой, серьезной женщины, подруги, которая вам может оказаться полезной. Это совет карты такой. Обращайтесь за помощью к какой-то женщине, рассмотрите эту женщину среди вашего окружения, слушайте ее. То есть это такой набор, это ходячая энциклопедия полезных каких-то советов. На искомую, естественно, тему совета, да, если вам нужны советы по домоводству, например, по зимним закруткам, то это будут такие советы. Может быть, вам нужны профессиональные консультации. Тогда эта женщина выглядит как более опытная коллега, которая может помочь вам продвигаться в карьере и больше зарабатывать. В целом королева – это такое, знаете, концентрированный набор именно женских энергий. То есть вас ждут женские разговоры, женские дружбы, походы куда-то с женщинами, походы в женские места, типа салонов красоты,
Может быть, траты денежные тоже на что-то женское, все женское, да, траты, сумки, сапоги, ну и вообще смена сезона представляет, влечет неизменно смену гардероба, да, то есть сейчас без этого не обойтись никак, без таких больших покупок зимних вещей, вот. Ну, все очень даже хорошо, будьте практичны, и все будет вам счастье. Далее, конечно, девы. Вот, а девам достается новое знакомство. Паж кубков, буквально посланник истинной любви. А дальше вы можете здесь увидеть каждый свое, то, что вы ждете. Ну, самое, что на поверхности, понятно, посланник истинной любви, то есть ждет вас новое романтическое знакомство. Именно романтическое, то есть это строгая романтика, не замутненная, там, например, дружбой или взаимной выгодой. Нет, паж кубков говорит именно про такую трогательную, нежную влюбленность, про очень романтические чувства между людьми. И это шанс встретить ту самую любовь. Хотел сказать, шанс встретить свою вторую половинку, но нет, нет. Это было бы неправдой. Паж это вам пока не обещает. Паж говорит о том, что ваше сердце всколыхнется в ответ на похожие какие-то вибрации другого человека. Ну, что я вам рассказываю, все вы когда-то в жизни влюблялись, да, знаете, как это происходит. Из этого знакомства, естественно, может вырасти все что угодно. И счастливый союз, долгий брак, а может быть, это и коротенькая будет история, но тоже не менее красивая и тоже незабываемая. Паж кубков советует вам, естественно, ну, поскольку, видите, это новое знакомство, то есть это человеческий фактор. Естественно, надо вам бывать на людях. Будьте на людях, не знаю, ходите в гости, ходите куда-то еще. Если ходите только на работу, на больше у вас сил и времени нету, то хотя бы там же на работе общайтесь, устанавливайте эмоциональные связи с окружающими. И, собственно, да, вот помимо новых знакомств, еще, конечно, паж кубков к этому и призывает. О, это мое любимое. Устанавливайте эмоциональные связи с людьми. То есть он как раз описывает установление той самой эмоциональной связи. Момент, когда вы, как правило, это бессознательно происходит, считываете, угадываете эмоцию какого-то другого человека. Если мы отвлечемся от любви, то эта карта все равно обещает много хорошего. Это такое же тоже знакомство, например, это дружба, приход новой дружбы, да, то есть дружба же это тоже любовь, просто лишенная вот такого физического там контекста какого-то. Поэтому новое знакомство может, какой-то человек входит в вашу жизнь, стучится в вашу жизнь, и человек, который очень вам симпатизирует, человек, который сам может вам понравиться. Карта очень многообещающая, и интересно, что именно пажи обещают начало. Именно с появлением пажа мы говорим о том, что это новое. То есть это человек, которого вы до этого не знали. Это слова от этого человека, которые вы до этого не слышали и не представляли. Новое знакомство, это может быть новость, скажем так, новость эмоционального свойства. Мы привыкли же рационально новости оценивать, да? Мы ждем новостей, которые касаются карьеры, либо денег, ну, либо каких-то хозяйственных дел. А здесь, возможно, речь не идет ни про то, ни про другое, ни про третье. Эмоционально. Это вдруг понимание или замечание того, что вы кому-то нравитесь. То есть совершенно искреннее признание, чье-то восхищение, приглашение на встречу, приглашение в гости, кстати. Еще, правда, говорят, что с пажом кубков можно с кем-то очень-очень-очень помириться, крепко и серьезно помириться. Вот если у вас, например, ну, скажем, есть какие-то подпорченные отношения, и для вас это важно, то вполне
что возможно, что к вам этот человек по-прежнему нужный, но теперь далекий, придет мириться и скажет, да, как всегда, мирись, мирись, мирись. И так далее. Открывайте. Такой совет может быть спорный. Потом мне кто-то его припомнит и скажет, вот вы сказали, я так сделала, и вот меня, например, обманули или использовали. Но это все равно я продолжу настаивать. Когда у вас паж кубков выпадает на неделю, допустим, в гадании, как основная карта, это вам совет ходить с открытым сердцем. С открытым сердцем. То есть показывать эмоции людям, откровенно с кем-то говорить, заглядывать окружающим в глаза. Ну и вообще стараться вот в эти эмоциональные вибрации человеческие вокруг попадать. Вот так вот. Не надо закрываться, не надо даже, может быть, проводить особо много времени в какой-то изоляции, сидя дома, например. Если вы работаете из дома, то все равно найдите повод, причину и время, чтобы выбраться и сходить куда-то в гости. Весам. Карты предлагают весам. Поработать. Ну, действительно, тройка пентаклей называется работа. Поработать буквально над своей работой, над своими профессиональными и бизнес-задачами, над своими творческими проектами, поработать над домом, над отношениями, над собой, над вопросами реализации, или, может быть, поработать даже над своим телом или над своим здоровьем. Тройка пентаклей дает очень-очень понятные советы. Никуда сейчас сумасшедшими темпами, друзья, стремиться не нужно. Это не время подвигов и великих свершений. Судьба не заставляет вас принимать перемены, или судьба ничего не меняет для вас. Вопрос о внезапной дороге или о внезапной смене работы отпадает сам собой. Хотя эта карта буквально называется работа. То есть она раздает какой-то очень хорошенький жирный шанс на то, чтобы найти новую работу, выйти на работу, если до этого прежде ее не было. Сконцентрируйтесь на простых, понятных и очень воплотимых вещах. Простых вещах. Знаете, есть такое понятие простые вещи. Это наш каждый день, это распорядок дня, это наведение порядка на рабочем месте, в документах своих, в своей, не знаю, там, в гардеробе, в голове, в отношениях с людьми. Карта еще, она называется добродетель. Вот представьте, у каждого из нас есть, ну, надеюсь, что у каждого есть набор каких-то безусловных добродетелей и есть набор пороков. И иногда где одно является безусловным продолжением другого, да, вы знаете. Но бывает время, когда нам помогают жить, как ни странно, именно наши пороки, наши страсти. А бывает время, когда мы должны доставать все лучшее из себя. Терпение и честность, компромиссность, лояльность, понимание к людям, эмпатию, трудолюбие, ну и так далее. То, что традиционно в общественном, так сказать, списке моральных ценностей является вот хорошо. Тройка пентаклей советует весам побыть хорошими, представьте, хорошими. То есть с кем-то не поругаться, но если нужно, все достаточно относительно, да, сценарий очень разный может быть. Вам не нужно быть конфликтными, но если нужно защитить права слабого, то тогда нужно уже поругаться, да, потому что вы сможете быть хорошим, если вы будете неравнодушны. Работа это касается тоже, знаете, вдруг, может быть, щедро переработать. Ну, такая, в общем, карта, она не спорная, она вот как раз относится к разряду совершенно бесспорных карт Таро. Это такой момент, когда вы вот все лучшее, как Горький говорил, всем лучшим во мне я обязан книге. Вы, каждый из нас, кому-то или чему-то обязан всем лучшим. Вот этот момент, когда вот все свое лучшее, вот это вот, нужно явить миру и использовать как оружие, как вот набор средств для
достижения, там, не знаю, счастья, успеха, здоровья и так далее. Вот побудьте хорошими, для вас такой вот совет, поработайте. Скучная очень карта, хотя весы могут быть разными, да, весы могут в разные моменты жизни и в разном настроении, как стремительно жизнь проживать, так и можете быть очень усидчивыми и, в общем, медленно двигаться. Вот этот момент некоего, с одной стороны, движения вперед, вот двойственность, да, опять же, ну, тут не карта, не двойственность карты, двойственность скорее, наверное, вот Вселенной, так в нашей Вселенной все так организовано, да, все палка о двух концах. Точно так же вот эта ваша неделя, эта карта, с одной стороны, описывает тройка, да, момент перезагрузки, это рестарт какой-то, то есть это несомненное движение вперед, это ни в коем случае не деградация, это не застой, нет, это очень поступательное, только вперед. И ни шагу на месте, это момент, когда вы точно не стоите. И в то же время не делаете каких-то рывков. То есть это такое движение уверенное, спокойное вперед, без истерик. Ну, пентакли, денежная масть, может быть, карта не слишком крупная, поэтому деньги будут приходить. Просто приходить, но предсказуемые и те, которые вы заслужили, ради которых вы уже достаточно работали. Далее Скорпион. Мне кажется, что сегодня предсказания с соседним знаком карты дают какие-то полярные. То есть вот если одному, например, стой на месте, то другому, наоборот, рвись вперед. Поэтому после вот такого честного, доброго предсказания для весов Скорпиону должна выпасть какая-нибудь очень неравная карта. Скорпиону достается не очень, но все-таки, да, нервная карта, паж мечей, да. Ну, паж мечей – это новость, это приход нового в вашу жизнь. И первое, что напрашивается – новое, но приход новости. У новостей самих как таковых ног нету, как известно, да. Поэтому новости в нашу жизнь приходят с людьми. В вашу жизнь ворвется новый человек. Для начала так. Новый объективно, то есть вы раньше его не знали, для вас впервые вы слышите вот его имя и фамилию. Вот новый человек. Кто это? Ах, это новое знакомство, профессиональное или творческое, или романтическое новое знакомство. И паж мечей, ведь масть мечей – это масть интеллекта. Поэтому это будет человек, который вас поразит, с одной стороны, и в то же время поразит словами. Это человек, с которым вам придется не просто там, скажем, переглядываться, а с которым придется говорить, потому что паж мечей – это еще и разговор, и это момент понимания, установления истины на уровне слов. Разговор, слова, вот это вот все. И, кстати, карта советует, обращайте внимание именно на слова. Дело в том, что мы с вами вот историю человечества, предков своих знаем, но только речевую историю. Доречевую, как оно там было, мы не знаем. И, ну, наверное, поэтому и не знаем. Вот. И поэтому на это нужно очень обращать внимание, что в целом мы личности все речевые. Культура наша исключительно речевая. Поэтому и успешность наша в конечном итоге жизненная зависит от слов, от того, насколько мы умеем, во-первых, говорить, и от того, насколько мы не ленимся говорить. Карта это советует о том, как раз не лениться говорить, разговаривать. Вы должны... Что вас там ждет? Какая-то судьбоносная беседа с начальником. Или, может быть, с любимым человеком пришло время вам там, ну, не знаю, вдруг поговорить. А может, с новым человеком разговор. Вы идете на новое свидание, и неизбежно, естественно, вам придется за столиком в ресторане о чем-то разговаривать. Вот паж мечей советует вам обращать внимание на слова чужие, что вам говорят, и на слова свои.
Вот так вот. Любую проблему, если перед вами на этот период, на это время стоит какая-то проблема, прям вот проблема, вы чего-то боитесь с деньгами или документами, с начальством, дорогами, с чем, любую проблему нужно будет сейчас решать именно посредством слов, разговоров. Иногда, знаете, одно острое, своевременное, вовремя сказанное, вернутое слово очень-очень меняет ход отношений, ход какой-то человеческой даже истории. Я уверена, что вообще в целом в человеческой истории много таких случаев, когда какое-то слово что-то во многом поменяло. Поэтому вот так. Это масть интеллекта, имеет отношение карта к учебе. Поэтому можно сказать, что у скорпионов эта неделя какая-то экзаменационная. Вам нужно будет выступить, вам нужно будет показать себя, блеснуть интеллектом, в конце концов, в какой-то компании, в какой-то беседе, в каком-то таком вот месте. И, собственно, надо это сделать. То есть это вот такой момент, когда не нужно, не так важно. Вот сейчас я вас, конечно, плохому учу. Эта неделя, это время, когда не так важно, что и как вы сделаете, да, и насколько полезными и добрыми будут ваши дела и свершения, но важно, как вы скажете, как вы это сделанное опишете. Поэтому вот такие вот вещи. Важность слов, новое знакомство, какое бы оно ни было. Кстати, с этим пажом мечей с таким же успехом и любовные знакомства приходят. Но тогда мы говорим, да, что паж мечей – это какой-то очень умный человек вам достанется, очень умный партнер. Или вы познакомитесь в умном месте, тоже познакомитесь посредством какого-то умного разговора. То есть знакомство где-то на учебе, например, в университете, это может быть, или в каком-то, на каких-то курсах. Вот, то есть совет карт, да, такой приветствуется от вас. Решимость принимать новое и принимать в свою жизнь новых людей, и интеллект обязательно. Блистание мыслью, блистание интеллектом, блистание словом. Поэтому, да, карта экзаменационная. А что, как не блистание словом, любой экзамен? Это так оно и есть, ведь же, правда? Далее, безусловно, Стрелец. Что Стрельца ждет в следующую неделю октября? Стрельцу достается, с одной стороны, очень стрельцовская карта, да, потому что это разочарование, это пятерка кубков. Она ужасно стрельцовская. А с другой стороны, она ненавистная, очень нелюбимая стрельцами. Я расскажу, почему, если кто-то еще не слышал в моем изложении, а может быть слышали в чужом. Дело в том, что стрельцы очень люди очаровывающиеся, да, вот тот самый очарованный странник. Это же стрелец, естественно, если проводить вот эти архетипические соответствия, архетипические параллели. И соответственно, а кто очаровывается, ну, та же палка о двух концах, тот и разочаровывается. То есть стрельцы чаще других, правда, объективно, статистически, чаще других людей разочаровываются в жизни, в людях, в себе, в выбранной профессии, в платье, которое вчера купили. Это вот прямо вот с такой стрельцовской. Пятерка кубков говорит, что, милые стрельцы, в очередной раз, в 100 500 раз вам придется разочароваться. Вы уже знаете, да, что себя знаете, что без этого вам не обойтись. В каком-то таком вечном режиме, когда очарованность сменяется разочарованием, вы живете, но карта же спешит к сообщениям, с советом каким? Не верьте себе, не верьте своим слезам. Вот значение пятерки кубков именно такое. Не верьте своим слезам. Вас что-то в это время расстроит. Ну, например, не возьмут вас на работу, на новую работу, хотя вы там уже сходили на собеседование, успели кому-то понравиться. Что еще может разочаровать? Ну, что нас разочаровывает всегда? Собственная неуспешность, наверное, или собственная какая-то нещедрость, собственное расчеловечивание, как я говорю. Вот.
неважно, это могут быть поступки не только ваши собственные, поступки других людей. Например, вы ждете, что у вас наконец-то любимый человек вернется из долгой командировки, а он не возвращается, вы разочаровываетесь. Тут поводов сколько угодно. А карта это спешит к вам именно заверениями: не верьте своим словам, вернее чувствам, потому что вам придется пролить какую-то слезу, хотя бы одну слезинку, знаете, уронить там куда-то, слезинка разочарования. Это очень быстро пройдет. И самое главное, не надо с этим ничего делать, не надо это лечить. На практике, например, с той же работой. Если вас разочаровывает то, что вас не взяли на работу, хотя вы это очень ждали, что делать? У вас два варианта. С одной стороны, вы можете расстроиться и развоеваться, и вы можете пойти, например, выяснять отношения еще раз, настоять на очередном собеседовании, еще раз потребовать вас принять, как-то побороться. А можете поверить в очередной раз, что худшее вас обтекает, а лучшее останется с вами в жизни, что все ваше вас найдет, включая любовь и работу и так далее. То есть это два очень разных подхода. И карта вам рекомендует как раз именно второй. Ваша печаль может быть острой, потому что 5 кубков это нечто похожее на депрессию, но она пройдет, и делать с этим ничего не нужно. Это такой момент, когда что-то действительно не ваше, ненужное вам в жизни, вас обходит. Но вы-то пока не знаете, что оно ненужное. Вам-то оно все равно надо. Это знаете, на каком-то бытовом уровне, например, у вас могут из-под носа в магазине, может быть, вы какие-то туфли присмотрели и ждали аванса, чтобы их купить, да? А пошли, а их у вас там уже их купили, а их уже нет. И вы, хватаетесь за сердце, вас это ужасно как-то разочаровало. Но карта говорит, что повод ничтожный, разочарованность уйдет очень быстро, и это не крупная потеря, это то, что вылечится, забудется и быстро забудется само. Главное, чтобы вы не придавали этому чрезмерного значения. Какой-то план все равно в любом случае у стрельцов не состоится, не сбудется. Далее Козерог, конечно же. Козерог и первая полная неделя октября. Козерогу достается вполне уместная соответствующая карта. Это рыцарь Пентакли, это ваша стихия Земля и ваша мать Пентакли. Это уже хорошо. То есть такое первое соответствие мы здесь видим. Это значит, что вы будете в своей тарелке. Это значит, что это время очень похоже на вас, на ваш знак. Это значит, что Козероги в массе своей в это время дождутся того, что, в принципе, хотят всю жизнь. Всю жизнь все Козероги, да, хотят, условно говоря, пентаклей. Хотят пентаклей. То есть денег, стабильности, постоянства, надежности, уверенности в будущем и какого-то высокого, блестящего общественного положения. И рыцарь Пентакли говорит, что вы очень продвинетесь во всех этих вышеперечисленных делах. Вас ждет поездка по денежным делам, выгодная, успешная. Вас ждет знакомство с денежным, полезным, выгодным человеком, появление нового какого-то богатого клиента или, например, бизнес-партнера. Вас ждут денежные суммы новые в руках или возможности нового заработка. То есть рыцарь Пентакли – это прекрасная на самом деле карта, потому что, с одной стороны, она очень активная, то есть нет застоя. Это движение, вечный какой-то водоворот в ваших денежных делах. Это не просто деньги, которые, есть и есть. Это деньги, которые оборачиваются. Кстати, и совет карты такой – оборачивайте деньги, вкладывайте их куда-то, покупайте, например, что-то или что-то продавайте. То есть от вас это выгодная сделка, это выгодное знаете, все разное, когда вы
деньги перемещаете, да, это вот работающие деньги. Кстати, вот эта карта работающих денег, когда вы что-то покупаете, действительно вкладываете, ждете какие-то прибыли, дивиденды и так далее. Это может быть и покупки каких-то ликвидных вещей, или вложение в себя, в конце концов, в свое образование, в свое здоровье, в совершенство собственного тела и так далее. То есть такие возбуждающие финансовые проекты ждут козерогов. Иногда я думаю, что, например, новая работа, да, это ведь тоже вполне себе такой возбуждающий денежный проект. И тогда рыцарь Пентаклей несет вам в клювике что? Новую зарплату или известие о том, что вам повышают там должность, например, и уже новую какую-то зарплату там на 1,5 раза больше вам будут платить, а то и в 2. Поэтому ловите массу хороших практичных денежных новостей, советы, какие дает рыцарь Пентаклей. Естественно, от вас приветствуется сейчас практичность. Я думаю, что все козероги такие. И вам этот совет на самом деле лишний, потому что вы и так всегда очень и даже слишком практичны. Считайте деньги, смотрите, оглядывайтесь вокруг в поисках выгодных предложений, выгодных каких-то вложений, проектов. Покупайте то, что плохо лежит, или то, что в будущем вам может пригодиться, и так далее. То есть, будьте практичны, вот это рациональное, материальное мышление приветствуется. Не забывайте замечать людей, которые вам какие-то выгоды или хотя бы консультации могут предлагать, какие-то полезные, да, это люди, может быть, человек, который вас может научить, вот что сейчас надо покупать, что вам потом может в жизни аукнуться какими-то большими выгодами и деньгами. Поэтому, все очень даже хорошо. А, кстати, рыцари ведь не случайно рисуются в колоде Таро на конях. Подразумевается некая дорога. Подразумевается некое перемещение. Это может быть, да, дорога за деньгами, когда вы скачете куда-то, чтобы там, не знаю, заработать. Дорога на заработки. О, отличная история, да? Куда-то скачете, чтобы что-то купить, чтобы что-то где-то заработать, чтобы что-то где-то получить. Дорога на работу. Дорога на учебу. Далее Водолей. Посмотрим, какая карта достанется Водолею. Как предсказание или как совет на эту новую, надеюсь, счастливую и теплую первую полную неделю октября. Настройтесь на лучшее. Водолею достается Тройка Пентаклей. Тройка Пентаклей – это карта работы. Карта Водолеям предлагает поработать, то есть настроиться на какой-то несколько рутинный, спокойный, ответственный труд. И это все, что это ваша работа, и все, что вы так в своей жизни называете или можете назвать, потому что кто-то же не работает, кто-то учится, или для кого-то кто сидит с ребенком, поэтому не работает, например, в декрете, да? Но для вас работа домашней полно, это работа мамы, женщины, хранительницы домашнего очага. В целом тройка Пентаклей говорит, что у Водолеев дела в период загаданный будут идти просто хорошо и очень ровно. С одной стороны, эта карта описывает некую перезагрузку, потому что тройка – это как рестарт. Это новый старт чего-то, что отложилось или застоялось. И в то же время это старт не резкий. Карта практически исключает поспешность или какие-то внезапные головокружительные успехи. Она говорит вот от того, насколько вы будете внимательными, спокойными, от того, насколько вы сможете выложиться вот в работе, в ваших повседневных занятиях, зависит успешность периода, а может быть и успешность вашей жизни в целом. Карта это называется работа.
И очень часто она, вот, в частности, в персональных, в личных гаданиях обещает работу, нахождение новой работы. Хотите вы того или нет. Может, хотели еще подольше посидеть дома, поотдыхать. А тут раз, работка для вас какая-то находится. И карта это, в общем, ну, знаете, хорошая и плохая в зависимости от притязаний, от ваших ожиданий на период. Если вы боитесь каких-то перемен, какой-то катастрофы, боитесь какого-то кризиса, боитесь, что что-то закончится, типа работа или деятельность компании, то карта говорит: нет, ничего не закончится, все останется, по крайней мере для вас, на прежней паре. Особенно если вы будете тихонько сидеть, не высовываться и хорошо работать, то неделя пройдет практически незаметно. То есть без эксцессов, без крупных конфликтов, например, да? Вот. А если вы связываете с этим временем что-то грандиозное, если вы хотите подвиг, запланировали какой-то подвиг совершить, если вы хотите что-то сделать такое, ну, знаете, крупную сделку заключить, например, или пластическую операцию какую-то сделать, или вы планируете резко поменять образ жизни, образ мышления, что вообще невозможно, да, если вы планируете поменять место жительства, ну, в общем, готовы к резким движениям, это же так называется, то вот этого, скорее всего, не получится, это все не состоится. Вот карта называется добродетель. Она призывает самые стандартные человеческие добродетели в себе пересчитать и явить миру. Побыть хорошими, карта советует. То есть вот, знаете, хотелось вам с кем-то поругаться, а вы это отменили, подавили в себе. Хотелось вам с кем-то разорвать отношения, например, с партнером, с любимым человеком, а вы взяли себя в руки и попробовали его понять, и наоборот его поддержать, и остаться с ним, и, может быть, повкладываться, как-то повыращивать эти отношения. В целом же вот тройка пентаклей рекомендует водолеям быть скромными, представьте. Просто скромными во всем. Какие бы разговоры, какие бы встречи, какие бы дела вас не ждали, вам нужно быть скромными. То есть ответственность брать на себя, все выполнять и при этом не перетягивать на себя взгляды, не привлекать к себе внимание, не, скажем так, не капризничать перед ангелами и перед людьми. Ну, первое основное значение карты – это работа, прям буквально это слово. То есть обратите внимание на вашу работу, сконцентрируйтесь на работе и, в общем, работайте, не поднимая голову. Вот чем меньше вы отвлечетесь от вашего рабочего стола, от вашего рабочего места, чтобы там что-то заявить о себе, тем будет лучше, тем продуктивнее и спокойнее эта работа, эта неделя для вас пройдет. Попробуйте так. Иногда это полезно, просто поработать, даже не замечая, что творится вокруг. И рыбам наша колода, классическая Таро Райдер Уайта, предлагает двойку жезлов. Ну что ж, это не крупная карта, в целом очень-очень даже неплохая, и она сообщает о том, что в жизни рыб в заданный период образуется некий выбор. Вот, выбор. На самом деле наша жизнь, по правде, или, может быть, мы привычно это себе представляем, наша жизнь выбором наполнена с самого утра. Да? Что выпить, кофе или чай, что надеть, юбку или брюки и так далее. Ну, конечно, карта эта, если вам выпадает в гадании на неделю, она описывает не такой мелкий выбор. То есть выбор, все-таки какой-то покрупнее. Например, менять работу или не менять. Соглашаться пойти на свидание с новым каким-то мальчиком или не соглашаться. Поменять квартиру или нет. Переехать в другой город или нет. То есть, все-таки что-то более масштабное, чем выбор между кофе и чаем. Вот. И карта, вот хоть и не крупная, но такая содержательная и во многом тоже парадоксальная. С одной стороны, она
говорит: обратите внимание на эти возможности, которые предлагает вам время. То есть это нужно заметить и этот выбор осознать. Ага, нужно так подумать. Я оказалась или оказался сейчас на некой развилке жизненной. То есть какие-то как минимум две дороги передо мной, там в профессии, в личной жизни, в семье, где угодно, в здоровье, может быть. Вот. И это развилка, на которой обязательно нужно остановиться. То есть двойка жезлов не советует спонтанный выбор делать, знаете, какой-то срочный. Есть выбор, от которого можно отмахнуться. И люди часто крупный жизненный выбор, почему-то делают очень вот так вот, не глядя, не меряя, знаете, работу без оглядки меняют. Это может быть свойственно вам, а может быть совсем не свойственно, но двойка жезлов предполагает, что это возможно в данном случае, что вы там не захотите притормозить на каком-то перекрестке и внезапно сами для себя круто жизнь поменяете, куда-то свернете. Вот так делать не надо. Двойка жезлов – это момент думания. Ну вот даже легко понять, о чем речь идет. Рассмотрите этого персонажа на карте. Вот он. Что он делает? Он же не идет, да, ножки же вместе у него. Он спокоен и он думает, никуда не торопится. Вот, кстати, спокоен. Считается, что вообще двойка жезлов называется доминирование. То есть она предлагает вам, это совет недели, доминировать. Но в каком смысле? Это же тоже очень по-разному может быть. Здесь более имеется в виду доминирование вашей воли, доминирующий выбор. Вот правильнее сказать. Доминирующий выбор. То есть вы должны стоять на своем, не агрессивно, не воюя с кем-то, не доказывая, не бия в грудь и не конкурируя. То есть вряд ли эта карта предполагает вот какой-то открытый конкурс мнений, открытую какую-то дискуссию, в которой вам непременно надо победить. Нет, это, знаете, модное ныне определение пассивной агрессии. Мне кажется, что это уместно здесь. Знаете, что такое пассивная агрессия? Когда вы не спорите ни с кем и свое не доказываете, но при этом чужие доводы игнорируете. Вот эта двойка предлагает вам думать очень-очень автономно, не принимая особого внимания манипуляции или какие-то честные воздействия от других людей. Да? А это значит, что от вас будут этого хотеть, чтобы вы поддались этому мнению чужому, чтобы вы поддались какому-то чужому, ну, знаете, зову, если вас кто-то куда-то зовет или кто-то куда-то должен вытолкнуть. Это вот момент, когда вы прям посреди дороги. Дорога метафорическая, любая. Например, вот какая дорога? Вот вы, например, готовите какую-то сделку в своей жизни, что-то купить или продать. Да? Вот вы идете последовательно, находите контрагентов, там согласуете цену, готовите какие-то документы, и вдруг вам захотелось остановиться, потому что у вас вот мелькнула какая-то мысль. Например, надо, не надо, своевременно, не своевременно, смогу, не смогу, выгодно, невыгодно, неважно. И вот вы остановились. И в этот момент очень важно для вас никому не дать вас поторопить. Вот. Карта советует вам все делать по-своему и при этом очень-очень взвешенно и прям вот откровенно, подолгу думать. На самом деле, я не знаю, из моего выступления может подумать, что карта плохая и время плохое. Нет, карта это, наоборот, хорошая. Она говорит, что в вашей жизни в целом или только в какой-то ее части вот именно сейчас наступил период, когда вы можете доминировать ваше мнение, ваш выбор, когда к вашему выбору прислушиваются, вот, например, на работе, да, в основном, вот ваши дела на работе. Это тот момент, когда вы можете сами решать, в какие сроки выполнять что-то, браться или не браться за какое-то дело и за какой-то проект. Карта хорошая. То есть, ведь чем больше выбора судьба предлагает человеку, тем, значит, насыщеннее жизни, тем, значит, выше статус, что ли, какой-то.
социальной или ментальной этого человека. И вот речь идет о том, что вот как раз это, в эту неделю вы почувствуете, что от вас теперь больше зависит, от того, что вы надумаете, что вы решите, на что вы согласитесь или что вы отвергнете. Это и совет для рыб осознать собственную ценность. Не собственную, скорее, а ценность собственного мнения в это время. Вот. Осознать, может быть, глубже свои возможности влиять на различные ситуации профессиональной личности. И в том числе это ваша возможность влиять на людей. Поэтому, безусловно, это время, когда вы почувствуете свою ценность и успешность. Спасибо.